Кутаиси – город Майя и Рос, столица Западной Грузии и один из древнейших грузинских городов и центров грузинской культуры. Свое название этот город получил от слова «куата», что в переводе с древнегрузинского означает «каменистый». История Кутаиси насчитывает около 3500 лет. Он на 2000 лет старше, чем Тбилиси. Редкий город в Грузии может похвастаться такой древностью, разве что если Мцхета или Каспий. Когда первые племена сванов или мингелачанов пришли в эти края, на месте Кутаиси был большой холм. Под холмом протекала река Риони, а от его подножья начиналась и уходила вдаль Колхийская равнина, болотистая, малярийная и малопригодная для жизни. Переселенцы осваивали предгорья, желательно такие, от которых можно добраться по воде к морю. Скорее всего, это первое поселение находилось там, где сейчас стоит Успенский собор Богородицы, более известный как храм Баграта. В Баграте один из самых больших храмов в стране и, бесспорно, один из самых красивых. Он является предметом гордости местных жителей и особенно дорог каждому верующему грузину. Главная особенность храма – его по-настоящему грандиозные масштабы. Эффект усиливает то, что храм расположен на холме у Кемериони, где он виден практически из любой точки города. Возведение этого величественного сооружения ознаменовало новую эру в грузинской храмовой архитектуре. Он был построен в 1003 году и назван в честь первого царя Объединенной Грузии Баграта III в самом начале грузинского Золотого века, длившемся с конца X века по 1236 год. Выход Баграта III на политическую арену совпал с решающим этапом борьбы за объединение грузинских царств. С этого момента Грузия обрела границы, смутно напоминающие современные. В последующие 200 лет между освобождением от арабов и монгольским нашествием Грузия распространилась почти на все Закавказье, постепенно расширяясь на юг и восток, а две грузинские церкви, восточная и западная, объединились в одну. После смерти Баграта в 1014 году сразу же отделились Кахетия и Иеретия. Начались проблемы с Византией. Ранее Баграт являл собой целый дворцово-храмовый комплекс, культурный и религиозный центр своего времени, в котором отмечались все значительные события этого времени и была сосредоточена вся интеллектуальная жизнь государства. Собор имел не только духовное предназначение, но и был символом объединенного грузинского народа. Так, в XI веке в храме Баграт был коронован Давид-строитель, царь, объединивший всю Грузию в одно централизованное государство. В начале его правления страна находилась в плачевном состоянии. Монастыри и храмы были разрушены, многие сожжены. Народ скрывался в горах и в лесу, чтобы избежать смерти и не попасть в плен. Турки-сельджуки каждый год собирали дань с Грузии, а князья отрицали власть царя, переходя на сторону мусульман или ставя на церковные должности тех, кто был им выгоден. В первую очередь Давид показал, что не будет мириться с непокорностью и предательством, арестовав самых буйных и могущественных феодалов, тем самым укрепив свою власть. Воспользовавшись началом крестовых походов, он перестал выплачивать дань султану, армия которого была поглощена сопротивлением христианским войскам. Впоследствии он провел блестящие церковные и государственные реформы, успешно выступил против турков, возвратив территории и объединив земли. При этом он завоевал любовь и уважение своих подданных, лично участвуя в сражениях, демонстрируя смелость, отвагу и внушая страх врагам. Так, в решающем сражении в 1104 году под царем были убиты 3 лошади, и каждый раз он продолжал бой,
уже на 4-м коне, одержав главную для Грузии победу в тот день. В дальнейшем, когда в битве на Дедгорском поле со стороны мусульман было около 4000 воинов, царь Давид IV вновь одержал победу, хотя его армия составляла только 65 тысяч человек. Царь обратился к своей армии с речью о том, что они должны быть готовы сложить головы за свое отечество, а чтобы не было искушения бежать с поля боя, Давид приказал завалить деревьями вход в ущелье. Но спасаться так и не пришлось, потому что грузинская армия, заманив врага в ущелье и не дав ему использовать преимущество в численности, вновь разгромила турецкое войско. Еще одно выдающееся деяние Давида Строителя – это освобождение Тбилиси. 400 лет этот город был Арамским Эмиратом, и в 1122 году Давид вернул город и переместил туда столицу из Кутаиси. Он проявил чрезвычайную мудрость и веротерпимость к разношерстному населению Тбилиси, не притесняя евреев и мусульман и с уважением относясь к их традициям. Так, в кварталах, где преобладало мусульманское население, он запретил резать свиней. Давид Агманашибели был необычайно хорош собой, высокий, статный, широкоплечий, с сильными руками. Он много времени посвящал чтению и самообразованию. Своей мудростью, решительностью, отвагой и любовью к своей стране он навсегда вошел в сердца своего народа. Давид IV похоронен в Гелате, где и находится его надгробие. В XIII веке было сделано исключение, и хотя он не был ни мучеником, ни преподобным, грузинской православной церковью Давид IV Строитель был причислен к лику святых. Именно здесь, в храме Баграти, Кутаиси, 16-летний мальчик был коронован на царство. Здесь началась великая эпоха в истории Грузии и всего Кавказа. Именно при его правлении распространились грузинская культура, язык, письменность, а также православная вера. Почти 7 столетий Баграти простоял в первозданном виде, пока в 1691 году Кутаиси не был захвачен османами. Турки хранили в церкви порох, который взорвался, повредив кровлю и уничтожил в купол. Через 9 лет после этого русская армия разрушила Кутаисскую оборонительную крепость и усугубила повреждения, нанесенные собору. Была разрушена вся его восточная часть. Достоверно неизвестно, кто был главным виновником разрушения Баграти – турецкий паша из Алацихи или русский генерал-майор Тотлебен. По свидетельствам послов русского царя Алексея Романова, после этих событий Баграти неплохо сохранился и все еще был полностью покрыт росписями и мозаиками. Целыми остались стены, часть сводов и алтарная часть. Благодаря этому здесь было решено возобновить богослужение прямо под открытым небом. Храм Баграта является собой один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры. Его отличают изысканные, гармоничные пропорции и изящный декор. Главный вход украшен арочным портиком. Капители храма были покрыты лепными украшениями. Стены и пол отделаны мозаиками, фрагменты которых все еще видны. В южном вестибюле можно проследить фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. На северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки – 1003 год. Внутри храм выглядит как обычная церковь. Иконы, подсвечники, алтарь. А вот орнамент и барельефы храма похожи на филигранную работу древних ювелиров. Во дворе Баграти есть старинный колодец глубиной в 8 метров. При археологических раскопках на его дне были обнаружены кувшины, в которых охлаждали вино. Поблизости храма можно увидеть остатки укреплений крепости, а также звонницу с ведущей к ней лестницей. В 1994 году храм Баграта был внесен ЮНЕСКО в число объектов всемирного наследия. После переизбрания на второй президентский срок Михаил Саакашвили на церемонии инаугурации пообещал воссоздать храм в первозданном виде. В ответ на критику со стороны искусствоведов и реставраторов
президент заявил: «По этому поводу я не изменю своего решения. Баграти должен быть восстановлен и должен вновь предстать перед Грузией во всем своем великолепии». В июле 2010 года ЮНЕСКО потребовало прекращения строительства на территории памятника и внесло его в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Но несмотря на это, работы по реконструкции храма продолжились, и в 2017 году ЮНЕСКО удалило собор Баграти из списков объектов всемирного наследия, так как его реконструкция нанесла ущерб целостности и подлинности. И все же, несмотря на весь шум и негатив вокруг реставрации, восстановление храма Баграта – эпохальное событие для Эмеретии и всей Грузии.